Люди часто проходят мимо бездомных животных, даже не удостоив их взглядом. В особенности трудно таким бездомышам в зимний период, когда мало того, что мало пищи, так еще и отрицательные температуры сильно изматывают и без того слабый организм. Эта история могла бы закончиться печально, но простое любопытство человека сыграло важную роль, и все закончилось хэппи-эндом. В особенно морозный день Вячеслав на машине возвращался домой. На дорогах был жуткий гололед, поэтому мужчина вел автомобиль медленно и аккуратно, из-за чего поездка оказалась достаточно долгой. На одном промежутке дороги Вячеслав остановил машину посреди бескрайних белых полей, чтобы размяться. Выйдя из автомобиля, он обошел его вокруг, разминая затекшие от долгого сидения ноги. Вдруг его взгляд зацепился за что-то темное, лежащее у дороги, рядом с припорошенным снегом полем. Любопытство взяло верх, и Вячеслав пошел посмотреть, что же это такое. Приблизившись, он понял, что это не кусок земли, как он думал изначально. Это был маленький котенок, который уже не мог даже двинуться, настолько он замерз. Однажды в Италии нашли волка в похожей ситуации, вот только он стоял в ледяной воде. Вся мордочка кота была в снегу, с усов свисали сосульки, бедняжка еле слышно пищал. Как этот малыш оказался один в поле, вдали от населенных пунктов? Впрочем, Вячеслав об этом не думал. Подхватив малыша на руки, он бегом кинулся к автомобилю, где завернул котенка в полотенце и включил на максимум отопитель. Затем он вдавил педаль газа и старался ехать максимально быстро, насколько это позволяла заледеневшая дорога. Постепенно маленький котенок отогрелся и уже в дороге принялся хоть и слабенько, но мурлыкать, тычась мордахой в ногу Вячеслава. Приехав домой, мужчина понял, что не может отдать котенка, настолько он к нему привязался, пока вез до дома. Он постелил одеяло, принес из гаража обогреватель и уложил малютку около него. Пока найденыш грелся, мужчина согрел немного молока, чтобы не давать замерзшему котейке холодное. Вячеслав принял решение оставить малыша себе, но чтобы быть уверенным, что котенку ничего не угрожает, он отвез Пушистика в ветеринарную клинику. Врачи клиники осмотрели Нику, такое имя дал ей Вячеслав, и сообщили, что это молодая кошка, возрастом примерно полгода, и со здоровьем у нее все в порядке. Почти. Оказалось, что из-за долгого пребывания на морозе у Ники был отморожен хвост. Сотрудники клиники приняли решение немедленно сделать операцию по ампутации хвоста, пока не началась гангрена и инфекция. За все время операции Ника не только не дернулась, но даже и не издала ни звука, хотя операция проводилась под местным наркозом и кошка была в сознании. По словам врачей, они ни разу не видели такую самоотверженность и терпение. Обычно их пациенты начинали жаловаться и вырываться. Видимо, Ника понимала, что все это для ее же блага. Все прошло хорошо, и уже через несколько часов Ника на руках Вячеслава отправилась в свой новый дом. Через несколько дней Ника полностью поправилась и привыкла к своему новому окружению. По словам Вячеслава, она очень ласковая, добрая и любящая кошка, которая старается ни на шаг не отходить от своего хозяина. Сам же Вячеслав обожает свою новую любимицу и постоянно балует ее разными вкусняшками и игрушками. А ведь бывает и так, что сами люди виноваты в несчастьях животных, как это почти случилось в Латвии, если бы не одна девушка. А ведь не остановись тогда Вячеслав у того злополучного поля, Ника неминуемо бы погибла. Видимо, судьба решила свести этих двоих, человека и маленькую кошку.